Будучи преданным полицейским и готовым пожертвовать собой ради справедливости, Коннорс когда-то был восхищением для всего мира. Однако одна ошибка во время спасательной операции с заложниками превратила его из героя в преступника. Убитой заложником оказалась дочь влиятельного сенатора. Стоя перед судом, его доверенный коллега дал показания против него, разрушив его честь и репутацию. Травмированный и оскорбленный несправедливостью, он решил отомстить с превосходно спланированным планом возмездия. Он живет и ищет мести, невзирая на жизнь или смерть, исключительно чтобы вернуть свою честь и справедливость. Куда приведет его путь мести? Вернет ли он свою честь и очистит свое имя? Казалось бы, мирное утро внезапно превратилось в ад, когда группа грабителей в масках с черными сумками и оружием ворвалась прямо в банк. Не сказав ни слова, они выстрелили в воздух, погрузив весь банк в хаос. Клиенты и сотрудники в панике кричали, бросаясь к выходам, но никому не позволили сбежать. В одно мгновение весь банк оказался под контролем. Заложников заставили лечь лицом вниз на пол. Телефоны были конфискованы. Страх наполнил каждый взгляд. Сразу после этого грабители разделились и действовали так, будто были тщательно обучены. Один приставил пистолет к голове управляющего банком, заставив его отключить систему безопасности. Другой молча обошел вокруг, закладывая бомбы. Тикание взрывных устройств делало воздух невыносимо напряженным. Внезапно, в этот момент хаоса, один из сотрудников банка незаметно пополз к кнопке тревоги. Он нажал на кнопку, зажег искру надежды. Но меньше чем через секунду его заметил грабитель и, не колеблясь, нажал на курок. Пуля попала прямо в грудь сотрудника. Красная кровь хлынула, вызывая крики ужаса. Менее чем через 10 минут прибыла полиция, немедленно оцепив место происшествия. Но внутри были заложники и бомбы, так что любая ошибка могла привести к огромным последствиям. Лидер грабителей, увидев из окна, как разворачивается спецназ, взял рацию, чтобы связаться с полицией, и выдвинул требования. Он хотел говорить только с офицером Коннорсом, иначе они убьют заложников одного за другим. Слова повисли в воздухе, как коса смерти над командным составом. Пока полиция колебалась, начальник лично отправился к дому Коннорса. Он был бывшим полицейским и бывшим экспертом по переговорам, который спас сотни жизней, но ушел из службы из-за прошлых клеветнических обвинений. Хотя он сильно не желал вернуться к своей старой работе, Коннорс согласился на это лишь после убеждений начальника, который подчеркнул, что жизни людей теперь имели наивысший приоритет. Новичка был назначен его новым напарником, но он понимал, что это лишь прикрытие, а настоящая цель заключалась в том, чтобы Деккер был его внутренним наблюдателем. После неожиданного приказа разрешить дело, так как его начальство по-прежнему подозревало его в предыдущем инциденте, полицейский, прежде ответственный за это дело, со смущенным лицом все-таки уступил командование Коннорсу. Он постоянно жаловался, что начальство ему по-прежнему не доверяет, но играет на сторону того, кто уже нарушил доверие. Уходя, он саркастически заметил Коннорсу, что будет внимательно наблюдать за новостями о его поражении. Начальство также напомнило Коннорсу о том, что ему нужно умело управлять ситуацией, чтобы доказать ошибочность прежних мнений о нем, требуя от Деккера информировать о каждом развитии событий непрерывно и точно. Как только начались переговоры, Коннорс проактивно установил контакт с грабителями, но лидер не выдвинул никаких конкретных требований. Он лишь сообщил о ситуации с заложниками. Затем, словно окатив Коннорса холодной водой, он упомянул старое дело, когда шальная пуля из его руки унесла жизнь дочери сенатора. Считая звонок бессмысленным, но с обостренными инстинктами, он быстро почувствовал что-то необычное, уклончивые разговоры и преднамеренные паузы. Он сделал вывод, что грабители пытались тянуть время. Они думали, что он прибудет поздно и будет действовать неуклюже из-за давления ситуации. Чего они не ожидали, так это его быстрого и резкого возвращения, которое могло бы привести к краху их заговора изнутри. Хотя грабители пытались тянуть время любыми способами, Коннорс ясно понимал, чем дольше они ждут, тем больше угрожает жизни заложников. Не в силах больше ждать, он немедленно предложил рискованный план. Отключить все электропитание здания, чтобы вывести из строя электронную систему замков, а затем проникнуть внутрь, используя методы ручного взлома. Перед операцией был всего от 3 до 6 минут, прежде чем включился резервный генератор. Все непревзойденно заняли свои позиции. Атмосфера напряженности заполнила помещение. Грабители навели ужас, используя веревки, чтобы повесить 2 заложников вниз головой на высоком этаже. Этот ужасный коварный трюк был показан в прямом эфире посредством телевидения. Ситуация ускользнула из-под контроля полиции, несмотря на попытки Коннорса призвать к соблюдению порядка и разума. Однако спецназ, уже встревоженный, принял решение ворваться, несмотря на все риски. Приблизившись к главному входу,
Оглушительный взрыв потряс район. Дверь банка разорвало, офицеры спецназа разлетелись вдребезги. С последовавшими взрывами у боковых входов наступил хаос и паника. Толпа журналистов среди хаоса расталкивала друг друга, убегая в панике. В то же время десятки заложников вырвались изнутри и метались сквозь дым под звуки сирен скорой помощи. При вторжении сил безопасности оказалось, что лишь разрушенное место происшествия осталось, с обломками, кровью и пылью. И ни следа грабителей. Они исчезли, как будто их никогда не существовало. По предварительным данным, один заложник был убит, многие получили ранения. Двое жертв, которых повесили, были еще живы, но в критическом состоянии. Никто не мог опознать грабителей, так как они были в масках. Предполагается, что группа состояла из 5-9 человек. Это была профессиональная команда. Коннорс немедленно запросил просмотр всех записей с камер наблюдения, изучая детали каждого дела заложника, чтобы найти малейшую зацепку. Но ужасно было то, что ни одна из них не зафиксировала ценных изображений. Казалось, все данные были заранее рассчитаны ими. Но появилась одна подозрительная деталь. Грабители не опустошили все хранилища, а нацелились только на один конкретный сейф, специальное хранилище, принадлежащее ближневосточному принцу, содержащее нечто неизвестное. Как только Деккер снова прослушал запись разговора между Коннорсом и грабителем, он сразу понял, что грабители использовали теорию хаоса, мастерскую тактику отвлечения внимания. Во время того напряженного обеда Деккер сказал Коннорсу, что когда все становится настолько хаотичным, что нельзя различить правду от лжи, всегда существует скрытая истина. Следуя за ней, можно раскрыть весь заговор. Однако Коннорс лишь усмехнулся, отмахнувшись от этого как от детских выдумок, и удалился, оставив Деккера с его теорией. Но вскоре все прояснилось, когда они обнаружили в списке заложников знакомое имя – Ричард. Он был опасным преступником с обширным криминальным прошлым. Коннорс повел группу к дому его подруги для дальнейшего расследования. Однако до того, как им успели постучать, раздалась очередь выстрелов. Они выбили дверь, и Ричард открыл огонь, а затем сбежал через окно, прыгнул в машину, нажал на газ и исчез, словно испуганный зверек. Не раздумывая, Деккер схватил стоящий рядом мотоцикл и рванул в погоню. Оба транспортных средства мчались по оживленным улицам. Как только казалось, что Деккер вот-вот догонит, молодой человек потерял управление и упал на дорогу. Вдруг полицейская машина возникла из ниоткуда, резко врезавшись в заднюю часть его автомобиля. Когда пыль осела, из машины, ставшей причиной столкновения, медленно вышла фигура. Это был сам Коннорс. Его лицо выражало безразличие, когда он подошел к машине и вытащил Ричарда из нее. По возвращении домой к девушке Ричарда, Коннорс и Деккер застали ее за упаковкой багажа перед отпуском. Спокойное поведение девушки вызвало у них еще больше подозрений, особенно после обнаружения сумки с 50 тысячами долларов наличными среди ее вещей. Однако оказалось, что эти деньги принадлежат к украденной сумме 400 тысяч долларов. Эти деньги были обнаружены в деле ограбления, произошедшем несколько месяцев назад, и должны были быть возвращены и храниться в центре улик. Эта неожиданная находка заставила Коннорса задуматься о том, как деньги из центра улик оказались у подруги преступника. Он обратился к своему напарнику, ответственному за это дело, и узнал поразительную правду. Этим человеком был инспектор Кэллоу. Не желая выдавать свои подозрения, Коннорс продолжил расследование вместе с Деккером. Они отправились в тюрьму, чтобы допросить Джину, подругу Ричарда. Джина отрицала свою причастность к ограблению и к находке денег, однако под угрозой, которой воспользовался Коннорс, ее стойкость стала трещать. Несмотря на всю ее стереотипность, Деккер не считал ее показания достоверными. В то время как оба спорили, пришло сообщение о совпадении серийных номеров купюр, найденных в доме Джины, с деньгами из центра улик. Они срочно направились в улик-магазин, и деньги были исчезли. Доказательства указывали на то, что за ними подписывался Кэллоу. Собрав достаточно улик, Коннорс и Деккер сообщили начальству, обнаружив мрачное поведение Кэллоу во время расследования и ограбления. По мере возрастания сложности расследования, шокированная команда милиции получила сообщение, что инспектор Кэллоу, назначенный для расследования ограбления банка, был убит в своем доме. Осмотрев место происшествия, милиционеры обнаружили чертежи банка и фотографии из поездок ближневосточного принца в доме Кэллоу. Все улики указывали на одну неоспоримую истину. Кэллоу был тесно связан с ограблением и, возможно, был сообщником банды. Однако подозрительным было то, почему он передал дело Коннорсу.
Как только Коннорс и его команда прибыли для расследования, его домашний телефон зазвонил, и на экране появилось имя, которого он никогда не ожидал увидеть – лидер банды грабителей. Он, казалось, не беспокоился о своей безопасности. Вместо этого он просто хотел поиграть с ним. Мужчина позвонил и спросил, нашел ли он уже части. Казалось, он наслаждался тем, как Коннорс погружается в хаос. Каждый шаг был трудным, заставляя Коннорса чувствовать, что его загоняют в неизбежную ловушку. Смертельная игра, устроенная лидером с самого начала. Впоследствии Коннорс получил информацию от своих начальников. Сейф, который грабители украли из банка, принадлежал ближневосточному принцу. Считалось, что он полон ценностей, но на самом деле он был пуст, потому что до ограбления принц вывел все свои активы. Это оставило Коннорса и его команду в недоумении. Почему грабители рискнули войти в банк, ничего не взяв? Все начало проясняться, когда Деккер, его напарник, обнаружил небольшой, но важный нюанс на записи с камеры наблюдения. Грабители не просто ворвались и украли деньги, они использовали взрыв, чтобы изменить направление камер, скрыв все свои действия. Это был хорошо продуманный и хитрый план, направленный на создание путаницы и введение всех в заблуждение, чтобы скрыть истинное происходящее. После проверки компьютеров банка было обнаружено множество разных отпечатков пальцев на устройствах. Опытный хакер взломал систему банка. Затем им удалось получить доступ к системе безопасности и обнаружить отпечатки пальцев известного хакера Криса Лея. Как оказалось, Крис Лей избежал судебного преследования из-за инцидента с застреленной дочерью сенатора и увольнения Коннорса. После нахождения его местоположения, Коннорс и Деккер направились к его дому. Однако они были немного поздно. Главарь банды уже успел прибыть и ликвидировать его. Они услышали выстрелы, когда подходили к дому, и затем разделились, чтобы обыскать его. Когда Деккер достиг коридора, главарь появился позади него, подняв пистолет, чтобы прикончить его. К счастью, Коннорс наблюдал за всем с камеры безопасности. В это мгновение он бросился вперед, толкнув Деккера вниз, что позволило ему отделаться лишь царапиной на плече. Они продолжили преследовать лидера, но он продолжал стрелять, чтобы остановить их, и в итоге скрылся на автомобиле. Вскоре после этого Коннорс получил информацию, что Ричард пришел в себя. Однако Ричард оставался молчаливым при допросе, провоцируя Коннорса. Тогда Деккер взял инициативу в свои руки, воспользовавшись нестандартным подходом. Он нанес удар по сломанной кости Ричарда, заставив его закричать от боли. Глядя снаружи, Коннорс признался, что стиль Деккера был похож на его собственный. Но грабитель все равно молчал, отказываясь говорить. Увидев, что первый метод неэффективен, Деккер переключился на тактику номер 2. Он достал шприц, угрожая ввести ему наркотик. Небольшая доза принесла бы приятное расслабление, но большая доза отправила бы его навстречу с предками. Он еще больше запаниковал, когда Деккер прямо заявил, что никто не будет расследовать смерть такого грабителя, как он. Как только игла коснулась его кожи, железная стена Ричарда мгновенно рухнула, и он начал раскрывать все секреты. Выйдя из комнаты для допросов, Коннорс не мог не удивиться рискованному шагу Деккера и весьма похвалил молодого человека. Но только тогда Деккер раскрыл настоящий секрет. Шприц содержал лишь безвредный физиологический раствор, а вовсе не яд. Из признания Ричарда все тайны постепенно стали ясны. Оказалось, что он был одним из участников ограбления банка, а лидером был Лоренс. Он был братом человека, который похитил дочь сенатора и был застрелен Коннорсом на мосту несколько лет назад. По пути на их поимку у него и Деккера была возможность поделиться своим прошлым. Он рассказал о причине своего отстранения и истории своего отца, которого когда-то называли героем. Постепенно они преодолели разрыв, став хорошо слаженной парой партнеров. Когда они прибыли на место засады, их двое коллег уже были там. Но после долгого ожидания без появления Лоренса внезапно раздался телефонный звонок, ошеломив всю группу. Грабители сразу начали стрелять беспорядочно, затем отступили в дом. В хаосе полицейская группа разделилась, чтобы преследовать их наверх, обнаружив комнату, заполненную фотографиями Коннорса. С одним из двух оставшихся грабителей произошла перестрелка, в результате чего его обезвредили на верхнем этаже. Коннорс столкнулся с другим и нанес ему град ударов, свалив противника за считанные секунды. Но напряжение не прекратилось, поскольку женщина-офицер нашла тикающую бомбу и громко закричала, предупреждая всех об эвакуации. Коннорса так и не успели вытащить из дома. Лоренс издалека наблюдал за всем происходящим, оставаясь в убеждении, что убийца его брата погиб во взрыве, и удалился. Полицейские и пожарные быстро прибыли на место происшествия. Среди обломков они обнаружили тело, помеченное полицейским значком.
Все полагали, что это был Коннорс, и скорбели по его утрате. Однако в офисе Деккера его друг-хакер рассказал о шокирующем заговоре. Ограбление было лишь прикрытием для кражи денег с банковских счетов. Был разработан вирус, который позволял безвызвестно делать переводы на подставные счета, и все это была лишь обманчивая уловка. Продолжив расследование, Деккер обнаружил, что подпись Коннорса в документах была фальшивой. Допросив Гарри, менеджера склада улик, он выяснил, что Гарри, возмущенный увольнением от Коннорса, сговорился с грабителями, чтобы его нажить. Больше всего подозрений в Деккере вызвал Лоренс, который всегда опережал полицию. Через информацию от Гарри Деккер нашел Йорка, бывшего напарника Коннорса, которого уволили после провального спасения заложников. Используя свои чувства, Йорк разработал план мести, используя старые связи с Коннорсом. Следуя по его следам, Деккер нашел Йорка в закусочной, где произошел арест, переросший в перестрелку и погоню. Наконец, на пирсе Деккер сразился с Йорком и добил его выстрелами. Подумав, что дело решено, он унюхал запах украденных денег, напомнивший ему об обмене с Коннорсом. Пришедший домой, Деккер нашел книгу о теории хаоса, использованной преступниками для выполнения плана. Следуя подсказкам к аэропорту, Деккер неожиданно получил звонок от Коннорса, которого считали мертвым. По телефону Коннорс изложил весь план. От убийства грабителя и подставки тела пожарного в качестве отвлекающего маневра для побега. После совместного дела с Йорком по грабежу банка последовал предательство, ведущее к его убийству, чтобы не оставить никаких следов. Коннорс высмеял Деккера, утаив, как ему удалось скрыться с украденными деньгами, утверждая, что Деккер слишком незрел для таких игр. Деккер стоял в аэропорту, понимая, что бывший друг, лицемер, теперь отдыхает на своем частном самолете. Идеальный обман завершился, принеся с собой дым, огонь и ложь. Фильм данной истории закончился. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.